Александр Сергеевич Пушкин не только никогда не пытался скрывать свое смешанное расовое происхождение, но и гордился им, неоднократно поминая своего прадеда-африканца как в стихах, так и в прозе. Александр Сергеевич мог себе позволить роскошь считать свое происхождение небагом а фичей, потому что в России XIX века не было государственного расизма по отношению к черным, за неимением чернокожих людей. Пушкин и его предки по линии Ганнибала Петровича были такой экзотикой, что не могли быть помещены в специальную социальную группу, которую можно было бы дискриминировать. Это не означало, конечно, что в России вообще не было расизма, только то, что он был направлен на более знакомые, имеющиеся в наличии на территории империи, этнокультурные группы. Потому что в то же время во Франции или в Англии черные люди и потомки от смешанных браков между европейцами и африканцами, прибывшие из заморских колоний, уже к XVII веку были значительной группой населения, и они вкусили расизма сполна. К примеру, отец писателя Александра Дюма, Тома Александр, сын французского плантатора и гаитянской рабыни, красавец с очень темной кожей, несмотря на то, что он был воспитан как законный сын богатого и знатного человека, и отец его баловал и вырастил джентльменом, однажды был принужден в ресторане встать на колени перед белыми офицерами и просить свободы. И ему пришлось начать свою карьеру в армии не с офицерского чина, как полагалось бы юноше его круга, а солдатом. Он в конце концов дослужился до генерала, но ему пришлось взять фамилию матери, Дюма, чтобы не позорить благородное имя отца, служа в нижних чинах. И так же, как Тома Александр Дюма, герой моего сегодняшнего рассказа был одним из немногих, по пальцам можно пересчитать, людей с темной кожей, которые смогли пробить себе дорогу к почету и славе в Европе нового времени, несмотря на расизм с рождения, обрекавший их на положение людей второго сорта. И отголоски этого расизма по сей день звучат в популярном прозвище, которое дали ему люди, считающие, что они тем самым выказывают ему уважение. Но черный Моцарт, Шевалье де Сен-Жорж, был больше, чем подобие Моцарта с темной кожей. Это был первый европейский композитор и музыкант-виртуоз смешанного афроевропейского происхождения, получивший широкое признание и ставший настоящей международной звездой. Ну и в целом он был очень крутым парнем. Он родился на острове Гваделупа, на плантации французского помещика Жоржа Болонь де Сен-Жорж, приблизительно в 1745 году. Я говорю приблизительно, потому что до нас не дошло никаких записей точной даты его рождения. Он был сыном хозяина от 16-летней сенегальской рабыни горничной Нано. Таких как он, потомков от связей белых плантаторов со своими черными рабынями, мулатов, на острове было полно, и по правам они приравнивались к черным. Или точнее, согласно французским законам того времени, дети смешанного происхождения наследовали социальное положение матери. Ну и так получилось, что 100% из них по рождению становились рабами. Что, впрочем, не до конца описывало их реального положения в каждом конкретном случае. Гваделупа – это очень маленький остров, 2 острова, если быть точным, находящийся очень далеко от Версаля, что означало, что в течение долгого времени жители этого острова наслаждались относительной свободой, не то чтобы от законов, но от юридических и моральных стандартов Европы. До Бога высоко, до короля далеко, живем как устроились. Что, разумеется, было палкой о 2 концах. Угнетаемые были больше угнетены, но те, кому посчастливилось иметь свободу, наслаждались ею по полной. Им не очень докучало колониальное начальство. В отличие от Гаити, чье экономическое значение для Франции было исключительно велико и которое, соответственно, контролировалось жестко, Гваделупа жила в достаточно либеральных и расслабленных нравах. И этим можно в некоторой степени объяснить, почему отец Жозефа относился к своему сыну от рабыни как к родному.
Отмечу сразу, что Жозефу очень повезло. Подавляющее большинство таких, как он, были плодами безнаказанного насилия, а не большой любви, презирающей социальные препоны. Общество и закон смотрели сквозь пальцы на то, что у плантаторов были целые гаремы из рабынь, и их дети пополняли их фонд рабочей силы. Но Жорж Болонь относился к своей Нанон и к их сыну по-особому. Он был со всей очевидностью очень привязан как к мальчику, так и к его матери, и они находились на особом положении. Вообще семья Болонь основалась в Вест-Индии давно, и Джордж был уже коренным жителем Гваделупы, креолом. Креолами тогда называли не только людей смешанного происхождения, но и чистокровных французов, рожденных на островах, местных. Один из братьев Джорджа был его соседом, плантатором, другой же жил во Франции, потому что для этой очень богатой, хотя отнюдь не голубых кровей семьи, было нормально жить на два континента и посылать детей учиться в метрополию. Сводную сестру нашего героя, дочь Сен-Жоржа от его законной супруги, тоже отправили в пансион во Франции, как только то исполнилось 7 лет. И, кстати, о приставке «де» в имени. Отца Жозефа звали де Сен-Жорж по названию его плантации, а не в том смысле, что он был дворянином. Он оставался простолюдином, человеком третьего сословия, до 1757 года, когда он наконец добьется дворянского титула и когда Жозеф будет уже подростком. То есть отец Жозефа не был аристократом, он был просто очень богатым человеком со связями и, по всей видимости, без предрассудков. И он любил свою Нанон и ее сына. У него будет всего 2 детей – законная дочь и незаконный сын Мулат, что заставит его очень серьезно задуматься о том, кому он оставит в наследство свою плантацию. По законам, даже если он даст своему побочному сыну свободу и имя, тот все равно не мог быть его официальным наследником. Об этом позаботилось французское правительство, обеспокоенное ростом численности и экономической независимости свободного цветного населения колоний. Как бы отец не любил Жозефа, повзрослев, он не сможет процветать на родном острове. И Жорж Болонь решает воспитать из своего единственного сына, джентльмена, во Франции. Он отвозит его во Францию и отдает в престижную дорогую школу, школу-интернат недалеко от Бордо. Обратите внимание, что при поступлении в школу маленький Жозеф уже умел читать, писать, ездить на лошади, фехтовать и немножко музицировать. Иначе его бы не приняли. На Гваделупе его воспитывали как помещичьего сына, а не как маленького раба. Ничем, кроме своей внешности, он не отличался от остальных мальчиков в школе. Он говорил как джентльмен, он вел себя соответственно. А через 2 года его отец с матерью, Нанон, снова приедут во Францию, и они поселятся вместе надолго в Париже. И там отец зачислит Жозефа в престижную школу фехтования и верховой езды де Басьера. Это был момент, когда не только Жозеф, но и его отец стали пробивать себе путь в свет. Его отец покупает себе титул, делавший его вхожим ко двору. И он настаивает, чтобы его сын получил самый дворянский из всех навыков, который знаком французам – искусство владения шпагой. Это был не просто спорт, это был знак статуса. И юный Жозеф показал исключительный к нему талант. Месье Лабрасьер отмечал в своих записях, что в 15 лет этот юноша уже легко побеждал не только своих однокашников, но и лучших фехтовальщиков Парижа. При этом, несмотря на взрывной темперамент и безусловную смелость, он отличался добрым и отходчивым характером и всегда был готов прийти на помощь, так что к концу его пребывания в школе Жозеф не только не имел проблем из-за своего происхождения, но и завоевал безусловное уважение и любовь однокашников, граничащее с поклонением. И он нигде не появлялся без свиты своих почитателей. О нем заговорили как о восходящей звезде. И тут Александр Пикар,
мэтр новой школы фехтования в Руане, начал высмеивать Жозефа, называя его этим брассьеровским мулатом. С согласия и поддержки своего учителя и своего отца Жозеф посылает Пикару вызов на поединок, который становится одним из самых интересных событий парижского сезона того года. Азартные парижане ставили большие суммы на обоих противников. И кроме монетарной ставки, все понимали, что этот поединок будет означать решение вопроса, которым задавалась в то время вся просвещенная французская общественность. Являются ли люди с другим цветом кожи равными европейцам? Хоть в чем-нибудь. Жозеф не просто победил Пикара, он играючи его победил. К огромному удовольствию всех, кто болел за него, и к радости тех, кто в те годы выступал за равенство людей всех цветов кожи. Король Людовик XVI, который, по слухам, сам поставил на Жозефа большую сумму, на радостях даровал ему назначение в «жандарм дю руа», то есть офицера личной гвардии короля, с причитающимися к этому титулом шевалье. И отныне Жозефа будут величать «шевалье де Сен-Жорж». И мы тоже с этого момента будем его называть только так, потому что он этот титул не получил по рождению, а честно заслужил. Все это время юный шевалье жил с отцом и матерью в просторной квартире в центре Парижа. Старшего Сен-Жоржа задержала во Франции Семилетняя война, но он, похоже, и не спешил возвращаться в свои поместья Вест-Индии, наслаждаясь жизнью в Париже с Нанон, которую официально даровал свободу, и своим сыном, которым он бесконечно гордился. Поединок с Пикаром сделал Сен-Жоржа настоящей знаменитостью. Молодой придворный, которому благоволили король и королева, стал страшно популярен при дворе. Он был очень хорош собой, высокий, сильный, унаследовавший экзотическую красоту своей матери. Кроме того, он был прекрасный танцор и очень обаятельный человек с дружелюбным характером. Но больше всего он начинает блистать на музыкальной сцене. Мы не знаем, где и у кого Сен-Жорж учился музыке. Такое впечатление, что он просто волшебным образом возникает в один прекрасный день, как сложившийся скрипач-виртуоз. В 1769 году парижская публика была поражена, увидев шевалье де Сен-Жоржа, знаменитого фехтовальщика, играющего в качестве скрипача в новом городском оркестре. Через 4 года он становится концертмейстером и дирижером, а в 1772 году Сен-Жорж произвел фурор своим дебютом в качестве солиста и композитора, сыграв свои собственные первые 2 концерта для скрипки исключительной технической сложности. И фехтовальщик Сен-Жорж становится плодовитым композитором. Он начинает сочинять концерты для скрипки, своего любимого инструмента, а также симфонии и оперы. Королева Мария Антуанетта завела привычку посещать его концерты без предупреждения, поэтому его оркестр на всех выступлениях носил парадные придворные наряды. Одетые в богатый бархат с золотым и серебряным галуном и тонким кружевом на манжетах и воротниках, с парадными мечами и шляпами с перьями, уложенными рядом с ними на скамьях, оркестранты производили столь же приятное впечатление для глаз, как и для слуха, сообщают нам мемуары того времени. В 1776 году Парижская опера, этот Голливуд XVIII века, испытывала серьезные финансовые трудности, в значительной степени вызванные творческой беспомощностью ее руководителей. И Сен-Жорж был предложен в качестве нового директора оперы. Для многих меломанов Парижа этот выбор был естественным и очевидным. Но 3 ведущие солистки внезапно подали петицию королеве Марии Антуанетте, заявляя, что их честь и деликатность не позволяют им подчиняться приказам мулата. Назревал скандал. Прошел слух, что демарш этот был вызван не столько внезапно пробудившимся расизмом примадон, сколько тем, что прима-балерина Мари Мадлен Гемар попыталась соблазнить красавца Шевалье, но он ее отверг. И оскорбленная дама подняла в бой свою партию, чтобы наказать посмевшего отказать ей нахала.
Людовик XVI не стал церемониться и просто забрал оперу под управление своего кабинета. А Мария Антуанетта начала проводить музыкальные вечера с участием Сен-Жоржа у себя в Версале, ограничив аудиторию узким кругом своих друзей. Говорят, что она сама аккомпанировала Сен-Жоржу на фортепиано, когда он играл свои скрипичные концерты. В общем, можно много чего сказать о Марии Антуанетте, но российской она со всей очевидностью не была. Она придет на премьеру первой оперы Сен-Жоржа, поставленной на либретто по мотивам «Опасных связей» Шедерла де Лакло. Но несмотря на присутствие королевы, опера провалилась. Никто не имел ничего против музыки Сен-Жоржа, но либретто вышло плохое, а в оперу тогда ходили не ради музыки, а ради сюжета, потому что телевизоров не было. После провала оперы маркиза де Монтесон, марганатическая супруга герцога Орлеанского, нанимает Сен-Жоржа в качестве музыкального руководителя своего частного театра. Эта должность давала ему право на квартиру в герцогском особняке на шоссе д'Антен, где Сен-Жорж будет жить некоторое время под одной крышей с Моцартом, который тоже в те годы пользовался покровительством маркизы. Но называть Сен-Жоржа черным Моцартом означает не только преуменьшать его значение в музыке, но и грешить против фактов. Сен-Жорж ни в коем разе не был последователем или подражателем Моцарта. Более того, некоторые исследователи замечают, что в сочинениях Моцарта, последовавшим за этим периодом, можно найти цитаты и заимствования из сочинений Сен-Жоржа. Так что, если уж быть справедливым, Моцарт был белым Сен-Жоржем, а не наоборот. Герцог Орлеанский также назначил Сен-Жоржа лейтенант де ла шасс, то есть, видимо, начальником охоты своих обширных охотничьих угодий, с зарплатой в 2000 ливров в год. И вторая опера Сен-Жоржа будет про охоту герцога, и ее приняли гораздо лучше. Богатый, знаменитый, обласканный аристократами и дамами, Сен-Жорж заживет жизнью рок-звезды XVIII века. Но несмотря на свою славу и покровительство властимущих, Сен-Жорж оставался человеком второго сорта. Он был богат и свободен, он был знаменит, он был шевалье, но он был мулат, что означало, что по закону он не мог жениться на девушке, равной ему по положению. Его имя связывали со многими придворными дамами, но однажды он оказался в эпицентре настоящей романтической трагедии. Мадам де Монталамбер, молодая жена пожилого придворного генерала, горячо полюбила молодого музыканта и забеременела от него. Ее муж узнал об этой связи и поднял колоссальный, совершенно неожиданный и неприличный скандал. Не то чтобы двор Марии Антуанетты отличался пуританскими нравами, но, по-видимому, рождение ребенка от чернокожего любовника оказалось чересчур. Любовников разлучили навсегда, младенца отобрали у матери и отправили куда-то в деревню, где он вскоре умер. Сен-Жорж, по словам друзей, втайне оплакивал потерянную любовь и ребенка, которого он так никогда и не увидел. А вскоре после этого на Сен-Жоржа устроят покушение. Несколько человек, по разным сведениям от 4 до 6, напали на него поздно вечером на улице, когда он возвращался домой. Лучший фехтовальщик Франции продемонстрировал свое мастерство в полевых условиях. Ему удалось отбиться от бандитов одной тростью, отделавшись несколькими синяками. Нападавшие обратились в бегство. Никто точно не знает, чьими руками было подготовлено это покушение, но злые языки утверждали, что это маркиз де Монталамбер пытался отомстить за свою поруганную честь. Усатого противник поражает, а я всегда за тех, кто побеждает. Но благополучие и вся жизнь шевалье де Сен-Жоржа полностью зависела от его покровителей. Когда супруг маркиза де Монтесон умер, она закрыла театр и удалилась в монастырь. Сен-Жорж внезапно остался без работы и без квартиры. И новый герцог Орлеанский становится его другом и покровителем,
и он втягивает Шевалье в водоворот политической жизни. Филипп Орлеанский был в те годы главой оппозиции абсолютной монархии. Он был исключительно либеральным и прогрессивно мыслящим человеком. И он активно пытался повернуть страну от движения прямиком в пропасть. В 1787 герцог отправляет Шевалье де Сен-Жоржа в Лондон заручиться поддержкой принца Уэльского, который давно выражал интерес познакомиться со знаменитым фехтовальщиком. А герцог Орлеанский надеется, что Англия поддержит его в намерениях стать новым правителем Франции, уже не как устаревшей и всеми ненавидимой абсолютистской монархии, а прогрессивной, конституционной. В Лондоне Шевалье выступает в нескольких спаррингах со знаменитыми клинками Европы, в числе которых Шевалье д'Еон. Уникальная личность, достойная отдельного рассказа. Этот человек умудрился в XVIII веке прожить очень длинную жизнь в двух лицах – мужчины и женщины. Шевалье д'Еон начал свою жизнь как мужчина и драгун. Но потом он стал профессиональным шпионом французской короны и под видом дамы начал проникать во враждебные Франции страны, включая, между прочим, Елизаветинскую Россию. И он так комфортабельно чувствовал себя в роли женщины, что в конце концов добился у Людовика XVI официального признания его женщиной, и конец жизни он прожил как мадемуазель де Бамон. д'Еон тоже был прославленным фехтовальщиком, и на картине он сражается с Сен-Жоржем в платье и чепце. И он, между прочим, победил, хотя многие говорили, что Шевалье ему поддался, из уважения то ли к возрасту, то ли к платью. Помимо спортивных выступлений, Шевалье встретится с депутатами парламента, поддерживавшими аболиционистов, и наладит контакт между французскими и английскими противниками рабства. В начале июля, возвращаясь из Гринвича, Шевалье подвергся очередной атаке. Человек, вооруженный пистолетом, потребовал у него кошелек. Шевалье обезоружил его, и тогда на него напали еще 4 жулика, и он вывел их всех из строя. Сен-Жорж получил лишь несколько ушибов, которые не помешали ему пойти в ту ночь музицировать в компании друзей. Многие считали, что это было политическое покушение, замаскированное под попытку ограбления, и оно было организовано защитниками рабства. Между тем, репутация короля и королевы в стране упала ниже плинтуса. Во Франции разражается Великая революция. Начинается смутное время. Сведений об этом периоде жизни Шевалье гораздо меньше, и они разрознены. Архивы горят, люди, писавшие дневники и письма, теряют головы. Декларация прав человека и гражданина 1789 года провозглашает равенство всех французов. Шевалье, порядком уже натерпевшийся от расизма старого режима, поддерживает новое правительство и одним из первых записывается в добровольческую национальную гвардию, созданную для защиты новой республики. А когда правительство сформирует так называемый «Свободный американский легион» из добровольцев, рожденных в американских колониях Франции, бывших рабов и свободных цветных, Шевалье де Сен-Жорж будет назначен командиром этого легиона, кавалерийского эскадрона, если быть точным. Шевалье будет участвовать в обороне Лиля от австрийцев, умудряясь в промежутках между военными действиями давать в Лиле концерты и писать новую музыку, что будет одним из поводов для его ареста. В 1793 начнется якобинский террор. Будет введен закон о подозрительных, по которому в тюрьму сажали чисто по подозрению в антиреволюционной деятельности или в связях с элементами. И Шевалье бросят в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В частности, в том, что он организовывал музыкальные мероприятия, когда Отечество было в опасности. И Сен-Жорж просидит 18 месяцев в тюрьме. Спасибо, что голову не отрубили, ну чисто повезло. Когда Робеспьера свергнули, я думаю, это слово вполне уместно, была объявлена всеобщая амнистия, и Шевалье выпускают из тюрьмы.
И после освобождения в середине 1790-х годов Сен-Жорж на 2 года таинственно исчезает из Парижа. Никто не знает точно, где он. Его друзья уверены, что он отправился за океан, на восставший остров, к Туссен-Лавентюру. Французская колония Сен-Доменг, та самая жемчужина Карибов, обогащавшая французских плантаторов и обеспечивающая Европу сахаром, добываемым на крови африканских невольников, наконец восстала. 100 лет зверств переполнили чашу терпения. Гаитянская революция станет единственным в истории успешным восстанием рабов. Лидером восставших стал Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр. Освобожденный в 33 года, вегетарианец, нетипично образованный и начитанный, он становится на удивление эффективным партизанским лидером и фактически захватывает испанскую часть Гаити в пользу Франции. Объединенная колония начинает войну за свободу и против рабства одновременно. Гаитянская революция станет кровавым кошмаром, растянувшимся больше, чем на 10 лет, и затмившим даже якобинский террор в метрополии. Если вы слышали мой рассказ о сахаре и зомби, вы не можете быть очень уж удивлены. Никто ничего не знает об этом периоде в жизни Сен-Жоржа. Ходят слухи, что его повесили на Гаити. Но в конце концов он возвращается в Париж, уставший и разочарованный. Ему уже за 50, и его здоровье значительно подорвано. Оставшись без своих покровителей, большая часть которых кончили жизнь на гильотине, ставший персоной нон-грата в армии нового режима, Шевалье с трудом находит средства к существованию. Он собирает новый симфонический оркестр и дает маленькие концерты. В конце жизни музыка становится для него единственным утешением и кормилицей. Он сам будет говорить, что никогда в жизни он не владел скрипкой так виртуозно. Но оценить это будет уже некому. Он умрет типичной смертью мужественных людей, привыкших не обращать внимания на болезни. В течение месяца его будет мучить боль в животе и жар, и в конце концов его добьет гангрена. Он скончался на руках своего старого однополчанина, навестившего своего полковника и нашедшего его в постели при смерти. Шевалье де Сен-Жорж скончался 12 июня 1799. Если мы примем на веру, что Шевалье родился в 1745, то он прожил всего 53 года. Но всего, что он сделал и пережил, хватило бы на 2 длинные жизни. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк. Приветствую всех моих новых подписчиков на Бусти и Патреоне. Спасибо вам за поддержку. Всего вам доброго и до свидания.